История с догонялками между ХВЛ и АвтоВАЗом, которая ярко проявилась в конце прошлого года, стала началом новой эпохи. Тогда доля Лады просела примерно до 20%, а ХВЛ подскочила до 16%. Это выглядело как почти паритет, но важно понимать, рынок в тот момент работал в режиме перегрева. Главный драйвер был не в том, что китайцы вдруг стали лучше, а в том, что покупатели массово побежали за иномарками перед ожидаемым ростом утильсбора и ужесточением условий ввоза. Люди банально пытались успеть купить то, что завтра станет дороже. В итоге рынок вытащил вперед именно те бренды, у которых есть мощные, хорошо оснащенные кроссоверы. А это как раз зона силы ХВЛ. Но уже в этом году картина стала более трезвой. Спрос остыл, кредиты подорожали, а эффект перетягивания будущих покупок дал обратный удар. И здесь как раз появилась ключевая разница между брендами. Лада держится за счет самой широкой базы бюджетных автомобилей. Лада Гранта по-прежнему остается абсолютным бестселлером. Просто потому, что это один из немногих вариантов входа в рынок. А вот Лада Веста со своими обновлениями уже не в доступном сегменте, но немного дешевле, чем большинство китайских конкурентов. А вот ХВЛ Джолион и другие модели ХВЛ играют в другой лиге. Это уже кроссоверы с турбомоторами, автоматами и более богатым оснащением. Они выигрывают по ощущению автомобиля, но проигрывают по цене входа. И вот здесь главный момент. Полноценного паритета быть не может, пока у ХВЛ нет прямого ответа на гранты. Потому что рынок России и стран СНГ в целом – это не про лучший автомобиль, а про самый доступный новый автомобиль. При этом нельзя недооценивать, как сильно усилился ХВЛ за последние годы. Их завод в Тульской области – это уже не просто сборка, а полноценная локализация с постепенным увеличением доли российских компонентов. Это дает стабильность цен и защищает от внешних скачков. Плюс агрессивная работа с дилерами, субсидии, кредитные программы. Фактически ХВЛ стал первым китайским брендом, который начал играть в России в долгую, а не просто завозить машины. И это уже стратегическая история. Если смотреть на рынок этого года в целом, то видно несколько устойчивых трендов. Во-первых, доля китайских брендов остается доминирующей среди иномарок. Помимо ХВЛ активно растут Chery, Geely и Chang'an. Они закрывают практически все сегменты, от компактных кроссоверов до более дорогих моделей. Во-вторых, рынок становится все более зависимым от господдержки. Программы льготного кредитования, субсидии, требования к такси – все это напрямую влияет на продажи. И здесь у Лады есть мощное преимущество. Государство заинтересовано в сохранении ее лидерства. Например, допуск моделей Лада в программы для такси – это не просто формальность, а огромный канал сбыта. Для таксопарков важны цена, ремонтопригодность и доступность запчастей. И тут Лада по-прежнему вне конкуренции. Но есть и проблема, о которой все чаще говорят в отрасли. Цена на Лады растет быстрее, чем ожидали покупатели. И в некоторых случаях разница между бюджетной Ладой и базовым китайским кроссовером уже не кажется такой большой. Это опасная зона для АвтоВАЗа. Потому что если человек уже готов переплатить, он все чаще выбирает не седан, а кроссовер. И вот здесь китайцы начинают отъедать аудиторию. Если говорить про ближайшие годы, сценарий выглядит примерно так. АвтоВАЗ сохранит лидерство за счет объема, доступности и господдержки, но его доля будет постепенно размываться. ХВЛ в свою очередь будет укрепляться как лидер среди иномарок и постепенно подбираться ближе. Не рывком, как в прошлом году, а планомерно, за счет расширения линейки и локализации. Отдельный вопрос – новые модели. Например, обсуждаемый кроссовер Lada Azimut действительно может усилить позиции бренда в сегменте SUV. Но рассчитывать, что он перевернет игру, наивно. Успех будет зависеть от цены. Если он окажется слишком дорогим, он начнет конкурировать уже не с Ладой, а с китайцами, а там он проиграет. И в итоге получается интересная картина. С одной стороны, Лада все еще фундамент рынка.
Относительно дешево, массово, просто. С другой, Havel и другие китайские бренды формируют новую норму. Кроссовер, турбо, автомат, богатая комплектация. И рынок сейчас буквально разделен между этими двумя мирами. Поэтому главный вывод. История с почти паритетом – это сигнал о скорой смене лидера. Это сигнал о том, что рынок перестал быть однополярным. И вот это уже действительно важно. Как только АвтоВАЗ перестанет выпускать Гранту и останется только Искра, Havel выпустит что-то в этом же ценовом сегменте и наберет в продажах не только паритет, но и заберет лидерство. А как считаете вы, что АвтоВАЗ предпримет, чтобы не потерять лидерство? Напишите в комментариях, обсудим.